Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Дождь в тот день был не просто осадками. Он казался серой стеной, отгораживающей мир живых от мира забытых. Томас Рид стоял на пороге приюта «Надежда», стряхивая воду с армейской куртки. Внутри пахло хлоркой, мокрой шерстью и тем специфическим гулким отчаянием, которое бывает только в местах, где жизнь измеряется сроком передержки. Сотрудница приюта, усталая женщина по имени Марта, подняла глаза от журналов. «Чем могу помочь? Ищите щенка. У нас есть очаровательные лабрадоры. Мне нужна самая нежеланная собака», — перебил ее Томас. Голос его был сухим, как треск валежника. «Та, от которой отказались все, которую вы собираетесь усыпить следующей». Марта замерла. Ее пальцы задрожали над стопкой бумаг. Она знала, о ком он говорит. В дальнем вольере, в самом конце бетонного коридора, куда редко заходил свет, сидел номер 742. «Вы Арея», — тихо произнесла она. «Но я должна предупредить. Это немецкая овчарка, и он сложный. Его возвращали трижды. Последний раз закончился больницей для хозяина. Его признали социально опасным. У нас есть предписание на эвтаназию через 48 часов. «Покажите мне его», — отрезал Томас. Они шли мимо вольеров, где собаки заливались лаем, прыгали на сетку и скулили, умоляя о внимании. Но в конце коридора воцарилась тишина. Там, в углу бетонной клетки, лежал Рэй. Он не залаял. Он даже не поднял головы. Огромный пес с обломанным кончиком левого уха и тусклой свалявшейся шерстью казался каменным изваянием горя. Когда Томас подошел вплотную, Рэй медленно поднял глаза. В них не было ярости, которой пугали отчеты полиции. Там была пустота, та самая тысячеярдовая улыбка, которую Томас слишком часто видел у парней в госпиталях Кандагара. «Привет, старик», — негромко сказал Томас, присаживаясь на корточки. Марта вскрикнула, когда Томас просунул пальцы сквозь решетку. Она ждала броска, рыка, разорванной плоти, но Рэй лишь шевельнул ноздрями. Время словно остановилось. Минута, 2, 5. И вдруг, медленно, преодолевая сопротивление собственной изломанной души, пес поднялся. Он подошел к решетке и после мучительно долгой паузы осторожно положил тяжелую, грязную лапу на ладонь человека. «Оформляйте документы», — сказал Томас, не оборачиваясь. «Он уходит со мной». Первые недели в доме Томаса были похожи на затяжную осаду. Рэй не доверял стенам, не доверял коврам и, больше всего, не доверял тишине. Он ел только по ночам, когда был уверен, что Томас спит. Малейший шорох, упавшая ложка или шум проезжающей машины заставлял пса вжиматься в пол или искать укрытие под столом. Томас не форсировал события. Он был военным и знал, на передовой доверие не покупается лакомствами. Оно строится на предсказуемости. Он часами сидел в кресле в той же комнате, где лежал Рэй, и читал вслух старые газеты или мемуары. Его ровный низкий голос стал для пса своего рода белым шумом, сигналом того, что мир больше не взорвется. Однажды вечером, когда Рэй забылся тревожным сном, Томас осторожно подошел к нему с расческой. Пес дернулся, оскалился, но Томас замер, не убирая руки. Когда шерсть на загривке пса легла обратно, Томас начал вычесывать его. Под слоями грязи и колтунов открылась страшная карта прошлого.
На боках Рэя белели старые шрамы от побоев. Но хуже были другие отметины. Круглые, ровные ожоги. «Сигареты», — прошептал Томас, и его кулаки непроизвольно сжались. «Тебя не просто наказывали, тебя ломали». Рэй не был злым, он был ветераном, чей враг оказался в тылу. Сдвиг произошел через месяц. Томас решил рискнуть и вывел Рэя на долгую прогулку в лес, подальше от городских шумов. В какой-то момент, увидев поваленное дерево, Томас машинально скомандовал на латыни, как это делали кинологи в армии. «Апорт!» Рэй вскинулся. Его уши, даже обломанные, встали торчком. В глазах мелькнула искра узнавания. Он не побежал за палкой, но подошел к Томасу и сел у его левой ноги в идеальной фронтальной стойке. Идеальной для служебного пса. Вечером, тщательно вымывая пса, Томас нащупал на его старом потертом ошейнике, который он не решался снять раньше, крошечный металлический предмет, зашитый в подкладку. Это был армейский жетон. Тусклый, исцарапанный, с надписью USMC-9 Рэй, Хендлер, Келлер, А. «Ты был морпехом», — выдохнул Томас, глядя в умные глаза овчарки. «Ты служил?» Имя Келлер показалось Томасу знакомым. Потребовалось несколько звонков старым сослуживцам и неделя поисков в архивах, чтобы найти Аарона Келлера. Оказалось, он жил всего в 100 милях отсюда. Но правда была куда горше, чем ожидал Томас. Аарон Келлер был героем операции в Афганистане, но вернулся домой тенью самого себя. В той операции погиб его младший брат, единственный родной человек. И Келлер, сойдя с ума от горя и ПТСР, нашел виноватого, своего четвероногого напарника. Ему казалось, что если бы Рэй вовремя учуял засаду, брат был бы жив. Ненависть превратила профессионального кинолога в садиста. Он избивал пса, жег его сигаретами, пытаясь вытравить из него жизнь, пока в итоге не выбросил его на окраине города, предварительно избив до полусмерти. Прошлое настигло их в субботний полдень. Аарон Келлер, узнав, что его собственность жива и находится у какого-то отставника, приехал к дому Томаса. Он был пьян и взвинчен. «Отдай мне пса, Рид!» — кричал он, стоя на газоне. «Это мое имущество. Он дезертир и убийца». Рэй, услышав голос бывшего хозяина, задрожал. Он забился в угол крыльца, прижав уши. Весь прогресс последних месяцев рухнул в одно мгновение. Томас вышел вперед, заслоняя собой собаку. «Ты больше к нему не прикоснешься, Аарон. Уходи, пока я не вызвал полицию». Келлер бросился вперед, выхватывая из-за пояса тяжелый армейский ремень. «Я научу его подчиняться!» В этот момент что-то изменилось. Рэй не заскулил. Он увидел, как этот человек замахнулся на Томаса, единственное существо, которое дало ему тепло и покой. В псе проснулся не зверь, а солдат. Одним стремительным прыжком Рэй преодолел расстояние до Келлера. Он не вцепился ему в горло, хотя мог. Он повалил его на землю, прижав весом своего тела, и глухо зарычал прямо в лицо. Это был не лай, а предупреждение высшего порядка. Келлер замер, глядя в глаза смерти, и вдруг расплакался. Вся его ярость вытекла вместе со слезами бессилия. «Он не виноват, Аарон», — тихо сказал Томас, подходя ближе. «Твой брат погиб на войне. Так бывает». А пес делал все, что мог. История о бешеной овчарке, которая оказалась ветераном войны, быстро облетела городок. Соседи разделились на два лагеря. Одни приносили Рэю косточки и благодарили за службу, другие требовали убрать нестабильное животное,
подальше от детей. Томасу подбрасывали гневные письма, а однажды кто-то даже разбил окно. Но Томас не сдавался. Он начал водить Рэя в местный ветеранский центр. Там, среди людей с протезами вместо ног и шрамами на душах, Рэй нашел свое призвание. Он чувствовал панические атаки раньше, чем они начинались. Он просто подходил и клал голову на колени дрожащему человеку, заставляя того заземлиться. Однако окончательный экзамен был впереди. Холодной ноябрьской ночью Томаса разбудил неистовый лай. Рэй метался у двери, царапая дерево, воздух в доме был горьким от дыма. Дом соседки, пожилой Элинор, полыхал. Старая проводка не выдержала. Пожарные были в пути, но крики женщины из окна второго этажа говорили о том, что времени нет. «Сюда, Рэй!» — крикнул Томас. Они подбежали к дому. Входная дверь уже была объята пламенем. Томас попытался выбить окно, но жар был невыносимым. И тут Рэй, не дожидаясь команды, бросился прямо в пелену дыма через разбитую террасу. Минуты тянулись как вечность. Томас кричал имя пса, пока легкие не начало жечь. И вдруг из черного проема вынырнула тень. Рэй волок за собой край тяжелого одеяла, в которое, споткнувшись и потеряв сознание, завернулась Элинор. Пес обгорел, его шерсть дымилась, лапы были изрезаны стеклом, но он не отпустил ношу, пока не вытащил женщину на траву. Когда приехали пожарные, Рэй лежал рядом с Элинор, тяжело дыша. Его взгляд снова был пустым, но теперь это была усталость победителя.